Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Atameken Business в прямом эфире программа «Время, говорить». И я приветствую своего собеседника. На мои вопросы сегодня отвечает Хулио Ревийя, ведущий экономист Всемирного банка по Центральной Азии. Он в Алматы. Я также его приветствую. И, конечно, Хулио Ревийя недавно высказался в отношении, вот, например, программы 7-20-25. Сказал, что ошибка назначать Национальный банк оператором данной программы. И сказал, что надо полегче сделать все условия, чтобы люди могли получать кредиты по данной программе, сделать ее более доступным. Итак, господин Ревийя, я вас приветствую, об этом мы тоже поговорим, но мне интересно ваши выводы по поводу, конечно, развития нашего экономического. Здравствуйте, вы меня слышите? So, I'm interested to hear your recommendations and your opinions as to this point. Can you, as to this point, can you hear me? Yes. Да, я вас слышу. Good evening. Добрый вечер. I would like to mention that the program by itself. Я хотел бы отметить, что сама по себе программа — это, конечно, очень хорошая идея со стороны правительства. Тот факт, что большинству людей дается доступ к займам, ипотечным займам, это очень хорошо, особенно для тех, кто нуждается в этом больше всего. Но то, что мы недовольны были, критиковали, то, что Национальный банк был назначен оператором этой программы, ответственным за эту программу, а мы считаем, что Национальный банк не должен быть ответственным за строительство жилищных зданий. Это должно быть ответственностью Министерства финансов. То есть бюджет должен отражать эти расходы таким образом, чтобы правительство могло напрямую субсидировать эти процентные ставки с тем, чтобы население, которое нуждается больше всего в жилище, могли иметь более удобный доступ. То есть это не критика самого обещания, как самой этой инициативы, это скорее критика относительно того, как это реализуется, именно этим полномочиям, которые были даны Национальному банку. То есть на самом деле это не входит в круг полномочий Центрального банка в любой стране. Да, спасибо большое. Давайте теперь, я сразу с этого начал, потому что это самая живая тема. И есть вопрос, который к нам по WhatsApp поступил, когда я анонсировал, что вы будете в эфире, поэтому я отреагировал на то, что хотят телезрители. Ну а сейчас я бы хотел, конечно, поговорить о вашем докладе. Вы представили некоторый экономический прогноз для Казахстана. И вот давайте вначале разберем текущую ситуацию. Правительство у нас отчиталось, 4,1% рост ВВП у нас. Радует наше правительство эта цифра, но какую вы даете оценку? Я знаю, что, в общем-то, реально у нас будет чуть-чуть ниже по итогам года и в будущем году. But you expect that this will be lower than 4.1% in the future. Is that right? What's your estimates? Yeah, I mean, we are actually we're looking at a growth of 4.1 in the first. Да, мы ожидаем, что в первых 3 кварталах 2019 года мы ожидаем рост где-то 3,9%, 3,8% по сравнению с 2018 годом. Но тем не менее мы видим, что в краткосрочной перспективе в 2019 году будет рост 3,5% и где-то 3,2% последующие годы. И причина этому заключается в том, что Казахстан продолжает полагаться на единый источник доходов, таким определенным образом. То есть экономическая система недостаточно диверсифицирована, недостаточно разнообразна. И когда страна полагается только на один биржевой товар, тогда, соответственно, мы не можем прогнозировать какой-то больший рост, поскольку цена на нефть прогнозируется как падающая. То есть, если экономика зависит Казахстана очень сильно от нефти, это значит, что это очень серьезно, это будет серьезно влиять на рост экономики. То есть это именно будет влиять определенно, иметь свою тенденцию для роста экономики Казахстана. То есть вы сейчас отметили, что есть некий дисбаланс. Я с вами согласен в этом плане, но мы же диверсификацию ведем довольно давно. Вы наверняка тоже об этом знаете. Что вы скажете здесь?
Я думаю, что были некоторые попытки диверсификации, но если посмотреть на композицию и состав экспортных продуктов, тогда это очень хорошее отражение того, насколько мало диверсификации происходит в экономике Казахстана. И причина этому заключается, что вот эта вот зависимость или зависимость от небольшого количества биржевых товаров или товаров, на самом деле это одновременно очень плохо влияет на индекс сложности экономики. То есть индекс сложности Казахстана, он падает, и чем больше казахстанская экономика полагается на основные продукты, а не на производственные какие-то товары или товары переработки, тем, соответственно, хуже положение в этом индексе. То есть были попытки сделаны диверсификации экономики, были созданы какие-то компании или квазигосударственные компании, которые должны были заниматься диверсификацией экономики, но, к сожалению, это не отразилось на экспорте альтернативных каких-то товаров, кроме нефти и таких. Да, я читал в докладе, что было сказано, что, конечно, наш экономический рост, увы и ах, базируется на вот, собственно, благодаря вот этому экспорту, а экспорт у нас в основном сырьевые товары. Так, насколько это сильный сдерживающий фактор и что бы вы рекомендовали, как от этого можно отойти? Really curb this influencing factor, and how can we solve this situation? What can we do about it? Well, in the report we have a focus section that concentrates on productivity. В отчете у нас есть один раздел, который фокусируется на производительности. А суть производительности основана на разработке и развитии сильного частного сектора. К сожалению, Казахстан слишком сильно или сверхполагается на экономическую деятельность государства по управлению государственными предприятиями. И это не обязательно самый эффективный способ или самый конкурентоспособный способ. И поэтому некоторые из этих государственных предприятий, конечно, улучшают свой менеджмент, и они помогают диверсифицировать экономику. Но мы в своих исследованиях показываем, что малые предприятия в Казахстане гораздо более производительные, гораздо более конкурентные, чем эти государственные большие компании. Но, к сожалению, им не позволено расти. И они не могут расти именно из-за существования вот этих огромных государственных компаний или компаний, которыми владеют компании, которые не настолько эффективны в обеспечении диверсификации экономики. Да, разрешите, пожалуйста, мне вам задать один вопрос, господин Ревийя, от нашего телезрителя. По WhatsApp он пришел. Вот смотрите, я зачитаю. Более 1 миллиона человек получат повышение зарплаты, минимальной зарплаты, как заявил президент. И вопрос, это не вызовет инфляции? И далее, как вообще у нас убрать инфляцию? Почему она постоянно 5-6%, я бы даже сказал, что выше, да? Когда в Европе меньше, а в Америке вообще 2%? Whereas it's less than 2% in Europe. Yeah, it's less than Europe and it's less than 2% in the US. Well, I think there are two separate issues. Я думаю, здесь две раздельных темы. Увеличение минимальной заработной платы действительно поможет самым бедным слоям населения. Но это увеличение будет впитано правительством. Ну, своего рода, можно так сказать, образно говоря, и государственными предприятиями, или поскольку правительство само выплачивает эти минимальные зарплаты. Это, да, действительно может нанести определенный урон или ущерб малым каким-то компаниям и с минимальной заработной платой, потому что они не смогут, вероятно, содержать таких сотрудников. Но я думаю, что влияние будет не очень значительным. Я не думаю, что в смысле фискальной политики в Казахстане очень серьезный фискальный сектор, что это сильно как-то отразится на инфляции. Инфляция, возможно, вырастет, если ее будет поддерживать и финансировать Национальный банк. Но это не наш случай. Причина тому, что инфляция настолько высока в Казахстане, заключается в том, что Центральный банк, Национальный банк имеет в своем наличии очень мало инструментов, недостаточно информации для того, чтобы контролировать инфляцию. Мы это называем механизмы монетарной политики. Они относительно слабы в стране, в Казахстане. То есть, если Национальный банк со своей стороны решит увеличить, например, какие-то процентные ставки, то это очень несерьезно повлияет на
кредиты, кредитование, потому что на кредитование влияют и другие какие-то аспекты, не все, которые контролируются Национальным банком. То есть там очень много разнообразных проблем. И я думаю, что это проблема, которой Национальный банк осведомлен и пытается разработать какие-то решения. И еще есть один фактор, что заключается в том, что банковский сектор Казахстана относительно слаб. Вы заявляете, что в Казахстане происходит существенное снижение кредитования экономики, вас это заботит. Я бы хотел понять, на чем вы базируетесь и, собственно, как будет ситуация развиваться дальше, как это может повлиять на нашу экономику. Это мы уже переходим к завершающей части нашей программы, и потом поговорим о прогнозах, конечно. Our program. So what kind of forecasts and prognosis can you make about lending in Kazakhstan and credits in Kazakhstan? Well, I think that Я считаю, что рост кредитования в Казахстане он был в стагнации последние 2 года. То есть у нас было целое вообще умерщение. И это объясняется тем фактом, что существует относительно слабый банковский сектор. И плюс к тому же гораздо более активной ролью регулятора, Национального банка в данном случае, который пытается как-то избавить банки и регулирует токсично неработающие займы. В этом смысле, конечно, есть что изменить в политике кредитования. Я думаю, Национальный банк необходимо усилить эту политику и усилить банковский сектор. А это возможно только через обеспечение большей конкурентоспособности, позволит, возможно, вход на рынок банков других стран и плюс, конечно, более такое жесткое регулирование банковского сектора. Да, были определенные сложности и был определенный дисбаланс, и это, вероятно, объясняет ограничения в росте кредитования. Если эта ситуация продолжится, то, конечно, она будет иметь негативное воздействие на экономику. Особенно это повлияет на МСБ, которые имеют и без того ограниченный доступ к финансированию. Большие компании, особенно нефтяные компании в Казахстане, они не зависят от внутреннего банковского сектора, потому что они могут занимать деньги за рубежом. А нефтяной сектор и не пострадает, скорее всего, от изменения стагнации кредитования. Но остальной сектор, то есть частный сектор, он должен полагаться на сильный развитый банковский сектор. И я думаю, что Национальный банк и правительство, они осознают эти проблемы, и они в целом предпринимают очень много деятельности для того, чтобы оздоровить Один вопрос, если позволите, от нашего телезрителя, довольно интересный. Почему не внедряете исламский банк? Ну, исламское финансирование, наверное, так. Чего опасаетесь? У нас есть связь? Мы не опасаемся исламского финансирования. На самом деле Всемирный банк работает в большом количестве стран, где имеется исламское финансирование. В Малайзии, например, мы работаем по проекту в рамках исламского финансирования. То есть, вы знаете, в Малайзии в общем-то, есть в целом такой толчок в сторону использования инструментов финансирования, исламского финансирования. То есть банки используют различные виды финансирования. Мы сотрудничаем с различными формами и форматами, включая исламское финансирование. То есть Всемирный банк, мы отвечаем различным интересам и интересам различных акционеров, включая акционеров из исламских государств. То есть на самом деле нет, мы не боимся работать с исламским финансированием, нет. Ну, давайте последний вопрос мой, конечно, в отношении следующего года. Эксперты и аналитики прогнозируют о том, что нас ждет очередная рецессия, мировая экономика замедлится. Как это повлияет на Казахстан? И что вы думаете в отношении темпов роста экономики Казахстана на будущий год? Это тоже интересно. Я считаю, что экономика, скорее всего, попадет под влияние, потому что такая рецессия, как правило, будет иметь влияние для цен на нефть, а Казахстан серьезно зависит от цен на нефть.
Страна, где есть 18 миллионов человек, не может полагаться только на одну биржевую товарную единицу. Это очень рискованная позиция. И в этом как раз и вызвана потребность диверсификации экономики. И я думаю, очень важно приступить к этой задаче диверсификации экономики с очень серьезными намерениями, то есть с серьезным намерением реализации диверсификации, а не просто высказывание инициатив. Это нелегко. Конечно, глобальная рецессия возможно случится, и она может негативно отразиться на стране, особенно если это приведет к падению цены на нефть. Ну что, спасибо большое, я вас благодарю. Это был Хулио Ревийя, ведущий экономист Всемирного банка по Центральной Азии. Он дал свой комментарий, как у нас будут развиваться события. И я напомню, да, вам спасибо большое, господин Ревийя, за ваши ответы, за ответы на вопросы наших телезрителей. Я напомню, что нашу программу можно посмотреть на сайте abctv.kz. До свидания.